Всем привет, с вами снова Алина, и сегодня я продолжаю самую популярную рубрику на моем канале, где я вам рассказываю про какие-то секреты, лайфхаки и советы, которыми пользуются модели в своей повседневной жизни и которые мы с вами можем позаимствовать. Я все время повторяю, что модели — это такие же люди, как и мы с вами, и поэтому можно подсмотреть за их какими-то трюками, даже если мы далеки от мира модельного бизнеса. И если вы почему-то не смотрели предыдущие выпуски этой рубрики, то ссылки на них я оставлю в описании. Итак, давайте рассмотрим лайфхаки из модельного бизнеса, которые может применить в своей жизни каждая девушка. Первый лайфхак популярен не только, по-моему, среди моделей, но также среди тех девушек, которым приходится часто путешествовать. И сейчас я говорю про микрофибру, про тряпочку из микрофибры. И это та вещь, которая должна быть в хозяйстве у каждой девушки. Я просто обожаю тряпочки из микрофибры. На мой взгляд, это супер универсальная вещь. Она есть у меня в ванной, есть у меня в сумочке. И когда я еду куда-то, в общем, без нее я никуда. Это очень крутое и главное бюджетное средство, которое вы можете купить в абсолютно любом магазине, в обычном супермаркете, в магазине с хозтоварами и быть уверенным, что всегда качественно и хорошо сможете очистить свою кожу, даже если ничего кроме воды у вас не будет под рукой. Микрофибра притягивает к себе все загрязнения, соответственно и макияж. Если вы ее намочили, нанесли на лицо, подержали буквально 30 секунд, то макияж смывается просто одним движением, конечно, если он не водостойкий. Если макияж водостойкий, то нужно повторить эту манипуляцию хотя бы 2-3 раза. Я сама очень давно подсмотрела этот лайфхак у одной из моделей Victoria's Secret, она рассказывала о нем в своем интервью, и, боже мой, это лучшее, что я читала касательно сферы бьюти. Можно не переживать о том, что вы, например, забыли свои умывалки, о том, как вы будете смывать косметику в месте, где нет всех ваших любимых домашних средств. К очищению кожи вы будете готовы всегда. Так что, если у вас до сих пор нет в хозяйстве тряпочки из микрофибры, самое время это исправить. Второй лайфхак известен не только моделям, но также и актрисам, короче, тем девушкам, которые вынуждены носить на своем лице супер стойкий, супер тяжелый макияж, и как же его смывать, если он по стойкости сопоставим с каким-то гримом. И поэтому старый театральный, а теперь уже и модельный совет гласит, что для того, чтобы смыть максимально стойкий макияж, нужно использовать вазелин, либо какое-то средство на его основе, потому что тюбик вазелина водится в косметичке далеко не у каждой девушки, а вот бальзам для губ — это пожалуйста. Зачастую бальзамы для губ в такой вот мягкой упаковочке как раз таки производятся на основе вазелина, и поэтому если жирненьким слоем нанести их на какой-то водостойкий макияж, то он прекрасно смоется по истечении где-то пары минут и удалится даже какой-то нереально въедливый пигмент. Поэтому, если вы оказались в такой ситуации, когда на вас нанесли какой-то хардкорный макияж и вы не знаете, как его смыть, потому что у вас тупо нет какого-то средства для этого, то обратите внимание на любой бальзам для губ. И, кстати, бальзам для губ на вазелиновой основе можно использовать и для другого совета. Этот совет я подсмотрела в интервью у Изабель Гулар, и она говорила о том, что если ей предстоит какой-то супер длительный перелет, то лучшего средства, чтобы увлажнить кожу вокруг глаз, точнее не увлажнить, а сохранить влагу, она не знает. Поэтому, когда она садится в самолет, она жирненьким слоем наносит какое-то вазелиновое средство вокруг кожи глаз и не боится, что она пересушится. И, конечно, этот совет можно использовать не только для этой зоны, также очень многие девчонки, очень многие модели увлажняют кожу рук и в частности кутикулу с помощью таких вот универсальных бальзамчиков, либо опять же, если у вас нет бальзамчика, то обычный бальзам для губ прекрасно справится с этой функцией. Также ни для кого не секрет, что модели пропагандируют обильное питье воды, они все говорят о том, что пьют 2-3 литра воды в день. Боже мой, как им это удается. Я же, например, не считаю, что для всех существует какая-то одна единая норма, она у нас у всех индивидуальная, но лично я ловлю себя на мысли, что иногда я просто не пью воду, потому что забываю, несмотря на то, что может подсознательно мне и хочется выпить воды. Так вот, чтобы этого не происходило, существует простой банальный совет: всегда держите воду в зоне вашей видимости. То есть не обязательно, что вы будете выпивать всю бутылку в течение дня, хотя, признаюсь, если она будет стоять у вас на рабочем столе, скорее всего, вы ее всю и выпьете. Но главное, чтобы вы просто визуально в течение дня видели какую-то доступную воду, так вы сможете интуитивно понять, сколько воды вам нужно выпить, и при этом не выйдете за какую-то норму, потому что лишнее вы вряд ли выпьете. Поэтому, кстати, модели постоянно фоткают с бутылочками воды, как будто бы они ходят с ними как с каким-то аксессуаром или амулетом. Рекомендую и вам взять этот совет на вооружение и всегда держать рядом с собой воду, даже если вы не собираетесь ее пить. Очень часто мы с вами смотрим на фотографии каких-то супермоделей и думаем: боже мой, почему же ты выглядишь так свежо? В частности, если вы смотрите на фотографии Джиджи Хадид или Кендалл Дженнер, то большинство их профессиональных снимков выглядят именно так.
так. Так в чем же их секрет? А дело в том, что эти девчонки знают, как правильно использовать хайлайтер, и не обязательно его использовать как в стиле техники стробинг, достаточно просто нанести хайлайтер под глаза. Да, это сейчас звучит немножко странно, потому что это не та зона, которая предполагает обычное нанесение хайлайтера, но поверьте, если вы нанесете какой-то супер деликатный и, главное, холодного оттенка хайлайтер под глаза, то вы получите нереально свежее и отдохнувшее лицо. Деликатно подсвечивать зону под глазами можно и нужно не только моделям, но и нам с вами в повседневной жизни, потому что это действительно может улучшить весь ваш внешний вид и макияж. Попробуйте как-нибудь дома нанести хайлайтер на эту непривычную зону, и я уверена, что вы будете использовать этот трюк в своем ежедневном макияже всегда. Следующий лайфхак касается волос, и я думаю, многие из вас помнят эту легендарную историю, когда папарацци сфотографировали Ирину Шейк с дико странной фольгированной шапочкой на голове. Я помню, тогда вся мировая пресса смеялась над этим, но не спешите думать, что это очень странно. На самом деле это прекрасный способ усилить действие маски для волос. Ирина Шейк использовала шапочку из фольги как раз таки летом под открытым и палящим солнцем, и тем самым она как бы прогревала свою кожу головы и в частности свои волосы. Поэтому если вы будете летом на даче, например, полоть какие-то сорняки, то вы можете совместить полезное с приятным, нанести на свои волосы маску и сверху использовать такую вот странную шапочку, идти делать свои дела по дому и по участку, и по окончании вы получите гораздо более эффективный результат, чем если бы вы не использовали этот способ. Ну а если вы хотите повторить все это в домашних и городских условиях, то можно сделать все то же самое, только прогревать волосы и в частности фольгу немножко феном, делать это периодически, чтобы не обжечься, результат будет примерно тот же. Так что да, красота не всегда требует только жертв, она еще требует того, чтобы вы иногда выглядели забавно. Если продолжить тему волос, то я думаю, что большинство из нас просто без ума от ангелов Victoria's Secret, и в частности от их нереальных волос, от их нереальной прически, локонов, стрижки. Боже мой, как они добиваются такого эффекта? А все очень просто. Дело в том, что если вы посмотрите на фотографии с показов Victoria's Secret, то у большинства моделей будет стрижка каскад. Поэтому, если у вас не стрижка каскад, какая-то другая, то очень вряд ли вам удастся повторить легендарные локоны, потому что они тупо не будут так же красиво лежать. И, кстати, это та стрижка, которая делает ваши волосы более объемными, более легкими и воздушными. Единственный минус подобной стрижки заключается в том, что с прямыми волосами она смотрится не так эффектно, но если вы хотите максимально часто носить локоны в стиле ангелов Victoria's Secret, то такая стрижка — это то, что доктор прописал. Ну а самый большой плюс заключается в том, что подобная стрижка идет практически любой длине волос. Также может прозвучать немножко странно, но практически все модели постоянно носят с собой палантин, если они едут в какие-то дальние поездки, если им предстоят съемки даже летом, и сейчас я объясню почему. Дело в том, что в самолетах бывает очень холодно, кондиционер там набалтывают на полную мощность, мало того, что там сухой воздух, так еще и просто можно умереть от обморожения, настолько, мне кажется, там холодно, и зачастую не все авиакомпании предоставляют пледы, и поэтому, если вы даже не модель, но вам предстоит какой-то длительный перелет, да даже в принципе не длительный, то обязательно берите с собой палантин, так вы убережете себя от того, чтобы замерзнуть и не заболеете. Ну а зачем же, спросите вы, палантин нужен летом? А дело в том, что бэкстейджи, то есть те места, где модели готовят к съемкам, они проходят в местах, где также очень холодно, где также на полную мощность работают кондиционеры, и пока модель красят, готовят к съемке, то она действительно может замерзнуть, заболеть, и это негативно скажется на состоянии ее кожи. Поэтому палантин — это не только какой-то стильный аксессуар, элемент образа, нет, это еще и безумно полезная вещь, которая становится еще полезнее в летний период. И да, кстати, если вы летом также любите ходить по торговым центрам, то вы тоже замечали, что там безумно холодно, поэтому если вы знаете, что вам придется провести очень много времени в подобных помещениях, где на полную мощность работают кондиционеры, то также возьмите с собой палантин. В одном из прошлых видео я уже говорила о том, что бронзер — это один из главных секретов отдохнувшего и свежего лица, но дело в том, что многие не знают, что наносить бронзер нужно не только на скулы, но также и на все выступающие зоны лица, то есть на те места, где у вас обычно быстрее всего и появляется загар. Причем многие модели на какие-то съемки, на какие-то вечерние выходы сначала тонким слоем наносят бронзер на все лицо, но так, чтобы оно, конечно, не стало коричневым, и только потом прорабатывают определенные зоны, и это
это скулы, немножко зону по линии роста. И самое главное, что многие из них прорисовывают линию ключиц. Они как бы не рисуют себе новые ключицы, конечно, это было бы глупо, но добавляют немного бронзера на эту зону и также добавляют немного хайлайтера, и поэтому, если вы посмотрите их фотографии с красных ковровых дорожек, то весь их свежий образ выглядит завершенным, и ты думаешь, блин, в чем же дело? А дело в том, что как раз таки вот эта зона у них тоже выглядит более загорелой и сияющей. Попробуйте и вы как-нибудь нанести хайлайтер и бронзер на эту зону, и я уверена, что на какие-то вечерние выходы вы будете делать так же, как и модели. В принципе, это и были основные лайфхаки модели, о которых я хотела рассказать вам сегодня. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему большой палец вверх, мне будет очень приятно. И главное, напишите в комментариях, нужно ли снимать продолжение, продолжать эту рубрику, либо она вам уже надоела. В общем, я жду ваших комментариев. Ну а если это видео вам не понравилось, то не поленитесь поставить ему дизлайк, так я буду видеть вашу реакцию, и я стараюсь всегда ее учитывать. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, я стараюсь обновлять его максимально часто и всегда быть там с вами на связи. И, конечно, не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Ну а с вами была Алина, увидимся в следующем ролике. Пока!